Я уверен, что мы вместе одолеем этот коронавирус, а в миллион, в триллион, в триллиард раз лучше. Он, наоборот, как цемент для нашей пищевой системы, для нашего кишечника. Теперь это все необходимо поставить в теплое место. Приветствую всех на канале Happy Dolls. И сегодняшнее видео будет продолжением предыдущего видео. Ведь то видео набрало очень много и просмотров, и комментариев. И я понимаю, ведь тема коронавируса на сегодняшний день очень актуальная и важная для всего мира. Огромно вам признателен за ваши просмотры, активность именно под этим видео и вообще на канале в целом. Все комментарии читал и стараюсь на все комментарии отвечать. Я уверен, что мы вместе одолеем этот коронавирус, и все у нас и у вас будет хорошо. Желаю вам здоровья и крепкого и сильного иммунитета. А кто не смотрел прошлые видео, где я показывал рецепт овсяного молока, рекомендую вам посмотреть. Ссылка будет на это видео внизу под этим видео. И напоминание смотрите в правом углу этого видео. А сегодняшний рецепт будет еще полезнее, чем овсяное молоко. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. И это также будет из зерновых культур. Но только в этот раз не овес, а пшеница. Не простая и не золотая, а в миллион, в триллион, в триллиард раз лучше это будет пророщенная пшеница. Охрененно тупая идея. В комментариях некоторые друзья также писали, что употребляют в пищу пророщенную пшеницу, отруби. Вы молодцы, так держать, ведь это сила и наше здоровье. А я из пророщенной пшеницы с вами поделюсь несколькими вариантами блюд, которые я делаю и употребляю в пищу. А что же из себя представляет эта пророщенная пшеница, такая полезная и волшебная? Я вышел в интернет с таким вопросом. Пророщенная пшеница это есть источник заряда и энергии. Если ее употреблять систематически, то она лечит от многих недугов и исцеляет от многих разных болезней. Да ладно! В этих зернах, вот в этих, спрятана масса полезных веществ. Вот зернышко, именно в нем спрятана масса полезных веществ, витаминов, белка. Здесь есть все, чтобы укрепить наш иммунитет и быть вечно здоровым и вечно молодым. Но самое интересное то, что в обычной форме зерна, вот так как она сейчас есть, эти полезные вещества в секрете, они недоступные. Так сказать, находятся под 10 замками. И для того, чтобы извлечь, достать эти полезные вещества, и необходимо пшеницу проращивать. Именно в молодых проросших паростках и будет открыт доступ к суперсиле, к суперэнергии и к суперлечебным свойствам данной пшеницы. Вот тогда. Но паростки должны быть не более 1-2 миллиметров. Так как если будут они больше, то это считается уже переросшие. И пользы от них нет, вернее даже есть вред, так как данные зерна уже просто-напросто не перевариваются. Вот так, друзья. А касательно полезности и лечебных свойств пророщенной пшеницы, в интернетах есть очень много доступной информации. Так что можете посмотреть, изучить и пользоваться. Ну а я предлагаю приступить к самому процессу проращивания пшеницы. А для этого я беру, так как уже показывал, обыкновенную пшеницу. Можно ее покупать на рынке. Мне привезли пшеницу
мой любимый тесть Олег Максимович и теща Александра Ивановна. Они сами ее выращивают. Вот такое ведерко привезли. Вот. Именно от тестя я и услышал об этом секрете здоровья. Часто, когда мы у них гостевали, он угощал меня и детей этим блюдом. Детям очень нравится проросшая пшеница. Вот именно после этого и я, так сказать, присел на пророщенную пшеницу и начал ее употреблять. Так сказать, начал клювать зерна. Ты что, с ума сошел? Значит, первым делом необходимо пшеницу немного почистить. И начинаем его чистить. После того, как отделили мусор от зерн, я все хорошенько промываю в холодной воде. Вот что получается. Есть. Дальше берем ткань, можно марелью, а можно любую ткань. И также ее намачиваем. Теперь нам необходимо всю нашу пшеницу выложить на эту влажную тряпочку и на блюдо. Но вылаживать надо не толстым слоем, чтобы пшеница хорошо проросла. Если много пшеницы, то лучше взять ширшее блюдо, большее блюдо, чтобы поместилось больше пшеницы. Так, есть. Пшеница наша на блюде. Так, еще немного мусора уберем. Так, есть. Ровненько так все вылаживаем. И все это дело мы накрываем. Если наша ткань недостаточно промокла, то можно еще немного это все дело промочить. Теперь это все необходимо поставить в теплое место, и утром наша пшеница должна быть проросшей, должна пустить ростки. Но для этого, я еще раз повторюсь, необходимо поставить в теплое место. Периодически я буду проверять, чтобы эта ткань не высохла. А если она высохнет, то я еще немного просто сверху добавлю воды, чтобы увлажнить ткань. Задача, чтобы зерно не плавало в воде, а чтобы оно было влажное. В принципе, все готово. Я ставлю на подоконник. Там теплое место. Пока что еще в доме топится. И ожидаем утра. Но утро для вас наступит очень быстро. Сейчас произойдет магия. Я щелкну пальцами, и настанет утро. Проверяем? Да будет утро! Доброе утро всем! Только сейчас уже не утро, а вернее уже обед. Просто пшеница к утру не успела прорасти. Видать, не так тепло, как хотелось бы. Я еще выждал несколько часов. Она постояла на солнышку. Ну и в принципе проросла так, как нам и необходимо. Так, вот пшеница. И если хорошенько присмотреться, вот видно маленькие такие небольшие росточки. Это и есть то сокровище, которое нам необходимо, чтобы повысить наш иммунитет и быть здоровыми, красивыми и энергичными. Вот видно ее. Значит, пшеница наша готова. И теперь я покажу и продемонстрирую, как же ее я употребляю. Вот, берем чашечку и немного насыпаем. Вот это такая будет порцийка. Добавляем немного медка. Вот так. Есть. Есть медок. И немного можно
капнуть кипяченой водички, чтобы был сиропчик, так сказать. Перемешиваем. Вот и все. Первый рецепт готов. Так, вот готово. Рость, пробуй. Ням-ням. Угу. Ну, сладенькая, но хоть и пшеница у себя упитала воду, влагу, все равно она жесткая. Но это самый полезный и быстрый получился рецепт. Сейчас дадим нашему Даньке попробовать. Вот пришел наш Даня. Данечка, давай. Приветик. Раздай ему ложечку. Ням. Вкусно? Угу. Жуй. Ням-ням. Угу. Поставь лайк. А так, маленький, хороший мальчик. Еще будешь? Ну, а я сейчас расскажу, Вкусно? как сделать, чтобы зерна были мягче. Все, Даня забрал чашечку, никому не дает и пошел доедать сам. Закрывай рост двери. А для того, чтобы сделать зерна мягче, их можно после того, как они уже, естественно, проросли, 5-10 минут прокипятить. Они станут мягче. И таким же самым образом в чашечку добавляем воду, мед и так же само можно потреблять. Да, много полезных веществ утеряется. Лучше, конечно, их употреблять сырыми, но можно и проваривать. Следующий рецепт, который я сейчас вам покажу, займет больше времени, но он также интересный и полезный, и самое главное, вкусный. Смотрим. В предвкушении, что же будет дальше? Для приготовления третьего блюда необходимо все пророщенные зерна перемолоть через блендер или через мясорубку. Делаем из пророщенного зерна тесто. Вот я перемолол, вот что получилось на блендер. Вот такая кашка. Ну и попадаются и целые зерна, не все хорошо перемолола. Теперь я все это разделю на две кучки. Вот так. Первое будет, сейчас руки сполосну. Так, первое у нас блюдо будет острое, то как я люблю. Вот, добавляем перца, остренькое, и мой любимый карри. Карри есть. Немного карри. Тем временем я поставил духовку, чтобы разогрелась на 200. Будем мы это все дело запекать. Вот так. Вот. И сделаем такие лепешечки. Из другого теста мы сделаем сладенькое. Добавляем корицы. Корицы. Так, есть имбирь. И ложечку хорошенькую меда. Все это дело также перемешиваем. Вот так. А также можно добавить щепотку сольки. Есть. И хорошенько перемешать. Теперь берем противень и бумагу пергаментную. И сюда мы сейчас выложим наши
лепешки. Be a lover than a fighter. 'Cause all my life I've been fighting. Never felt a feeling of comfort. All this time I've been hiding. And I never had someone to come on. Oh, nah, I'm so used to shit. Love only left me alone. But Все, мы выложили и отправляем все в духовку минут на 20 до полной готовности. Смотрим. and I've been quiet for too long. I found peace in your violence. Can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been silent for too long. Так, друзья, все, наше блюдо готово. Я уже достал из духовки. Вот, посмотрите, красота какая. Вот, остренькие и с перчиком. А вот сладенькие такие котлетки получились. Вот, вот так. Вот такой получился у нас хлеб. Живой, настоящий, целебный хлеб. Сладенький, с медом. Вкуснятина. Ну а я вот этот хлебушек свой остренький сейчас покажу, как употребляю и с чем. А вот мое блюдо. Борщик, живой хлебушек, сальцо, лук. Вот мой обед. Всем приятного аппетита. Проращивайте пшеницу, употребляйте ее и будьте здоровыми. Ну а кому понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте про колокольчик, потому что дальше будут также интересные серии. Ну а сейчас будем обедать. До скорой встречи. Пока!